Доброго здоровьячка, хунту и хунтуберы. И эти штуки были куплены за деньги с ваших донатов. Не только они, но они в том числе. И вот эта ваша помощь каналу и нулю, она неоценима. Ее невозможно просчитать. Но реакцию плохих русских просчитать можно. Многие из них станут хорошими благодаря вашим донатам. А в это время, пока мы тут что-то собираем, отрываем от своих семей, передаем на ноль, в самом глубоком тылу вдруг всплывает эта история с Ермаком и вопросами к нему у американских партнеров. И вот уже подряковские телеграм-каналы вовсю начинают вой, а в стане друзей вдруг всплывает сообщение: обратите внимание на тех, кто промолчал. Специально для таких ребят объясняю, что в ролике сразу после его назначения Пенс сказал: мы еще поплачем от действий этого товарища. И если б я тогда знал, насколько горько мы будем плакать, я тогда и представить не мог всей глубины кроличьей норы, сквозь которую мы всей страной будем вынуждены пробираться. Разве ж мог я предугадать все эти системы откатов, спецназначений, блокировку наработок по обороне страны, все эти бесконечные переговоры и мирные планы, все эти шашлыки, дороги и куда мы в итоге пришли? Порки всей страны из-за консервы? Как его там величать-то? Агент Козырь? Что в такой ситуации должен сделать президент здорового человека? Я напомню, как сразу же после журналистских просто нападок на Гладковского действующий тогда президент тут же его отстранил от занимаемой должности. Что делает нынешний гарант? Подключает все свои ботафермы, все доступные их команде каналы информации, начинает странную защитно-рефлексирующую возню, на которую реакция у любого здравомыслящего человека может быть только одна. Фу, как противно. Куда только девается все величие, с таким пиететом возвеличиваемое всеми, кто за это получает свой малый прайс. Фу, просто противно. Совершенно не удивлюсь, если блокировка прилетит и на этот ролик. Но у нас с вами есть дела поважнее обсуждения сейчас этой комарильи. Я абсолютно уверен в том, что все это закончится очередным позором всепланетного масштаба, и абсолютно уверен в том, что американцы все тщательно запоминают, а еще лучше записывают. У нас есть очень важное дело, правда. Вы, возможно, обратили внимание, что я никогда не прошу сброситься на какое-то конкретное дело для дел на нуле. Ни я, ни дед. Мы просто на вас рассчитываем, на вашу помощь, на ваши донаты, и, исходя из возможностей, уже как-то крутимся все. Но тут ситуация возникает такая, что без конкретного сбора не обойтись. Дело в том, что в ожидании возможных действий со стороны захваченной россиянцами Белоруссии, БАТ, которому Пенс отвозил броники, перебросили в такие хащи, сквозь которые не пробивается даже мобильная связь. Зато прекрасно работают с той стороны РЛС. Выходит, что если начнется, от их действий и возможностей передвигаться от базы во все стороны зависит очень многое, не только жизни самих этих хлопцев. Отсюда вопрос: а на чем передвигаться? На своих двух особо не побегаешь, а транспорта от асфальтоукладчиков ЗСУ так и не дождались. Кроме всего прочего, эти хлопцы никогда ни о чем не просят. Всю снарягу и остальные плюшки как-то скидываются и сами находят. Первые месяцы сами себя кормили. В общем, хлюпиками и соночками назвать их не могу. Но если уж просят, значит, реально надо. Мы пока точно не решили, какая именно машинка им нужна. Скорее всего, Тэчик, Volkswagen T4 имею в виду, обязательно с полным приводом. Пикап в их ситуации мало пригоден, джип вроде и подойдет, но мало полезной площади для перевозки груза, а вот Тэчик с короткой базой – самое оно. Нашлись в Польше друзья, которые сейчас ищут такую машинку. Как найдется, будем брать на месте прямо, в Польше доводить до ума и перегонять на северщину. Но возможны варианты. Ищем и по другим направлениям. Вопрос денег стоит не просто остро, а как бритва на торце. Самая дешевая машинка такого уровня стоит около 5000 президентов, а еще ее нужно подшаманить и перегнать. Подшаманить надо без вариантов. Хлопцы стоят в таком районе, где СТО мало распространены. Тэчик должен быть в идеальном техническом состоянии. Еще важный момент. Машина будет передаваться именно в ЗСУ, ставится на учет со всеми документами и обслуживанием, и все сопутствующие доки я, естественно, после приобретения сразу же покажу в ролике, так что тут все максимально официально. Именно поэтому я и решился клянчить на Конека у вас так нагло и откровенно. То есть мы ориентируемся на сумму приблизительно в 7-8 тысяч вечно зеленых президентов. Точнее сказать пока сложно по многим причинам. Две основные только назову. Я даже приблизительно не представляю, сможем ли мы собрать такую сумму для БАТа и за какой срок. Ну а второе, найти такую машину – тот еще квест в наше время. С другой стороны, времени у нас немного, в том районе может начаться в любой абсолютно момент, поэтому чем быстрее мы сможем провернуть решение этой задачи,
тем, конечно, будет лучше. Но тут от меня мало что зависит, поэтому я полностью полагаюсь на вас. Так что я рискну просить вас о донатах на Коника, а чтобы они не перепутались с остальными, укажите в комментах что-то вроде «на Коника», «на Тэчик», «на Бусик» или как-то еще, чтобы я сразу понимал, что ваш донат точно надо отложить в отдельную банку и потом потратить целево. Также я буду признателен за помощь в поисках машины. Ориентировочно это Volkswagen T4, привод полный, база короткая, вид топлива какой уж найдем. Автохлам не предлагайте. Бусик должен быть надежным, от этого слишком многое зависит. Оформление полностью официальное, но для нашей цели подойдет и не растаможенный, потому что сразу же будет отдан в конкретное подразделение ЗСУ. Закон это позволяет, это важный момент. Ну и чтобы ролик не выглядел слишком уж отчетно просящим, пару слов о ситуации вообще. Россия все ближе к абсолютному обосрамлению в мире, на их угрозы и шантаж реагируют все более вяло, все без исключения. Игнор товарища Лаврова на встрече G20 большинством участников тому еще одно подтверждение. Европа готовится к холодной зиме без газа и электричества, но на уступки бункерному идет вяло. Хотя вроде уже и турбину из Канады с ремонта вернули, а газа как не было, так и нет. Ну что тут сказать. Много лет мы предупреждали, что россияне используют поставки газа не в экономических, а в геополитических целях. Москва не один раз показывала, как она может обращаться с этим инструментом, на примере Украины в том числе, но бюргеры почему-то были уверены, что их это не коснется, и что у них настолько красивые глазки, что никакого газового шантажа со стороны россияне в их сторону никогда не будет, что это просто невозможно. Ну вот, есть что есть. Еще одно. На 15 июля вдруг объявлен сбор госсмыслей в Авдеево-Каменной. Об этом мы поговорим на втором канале 24 Юапенс. Там есть интересные мыслишки на этот счет. Но анонсирую только, что хороших вариантов немного. У всех. Чуть не забыл. Кроме помощи ЗСУ и именно нашим бойцам, дед с товарищи умудряется помогать и гражданским. Полный фотоотчет об одной из поездок я покажу в телеграм-канале Пенса, а здесь просто одно фото презентую. Слишком уж внимательно следят за каналом модераторы с Банковой. Цепляются к чему угодно. Впрочем, я уже давно ничему не удивляюсь. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24 Юапенс. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш вклад в перемогу України.